Всем привет! Сегодня мы в Минске. Прямо за моей спиной здание Национального банка Республики Беларусь. И именно тот вид, тот ракурс на это здание, который мы с вами знаем по изображению на 20 тысячах рублей 1994 года и, соответственно, на 20 рублях 2000 года. Вот именно это здание, именно этот ракурс. Но мы идем сегодня не в него, а в соседнее, которое находится за ним. Вот оно на дальнем плане. Улица Ленина, дом 14. Именно там находится музей денег Национального банка Республики Беларусь. Увидимся там. Ну и вот, наконец, Ленина, 14, подъезд номер 2, вход в музей денег Национального банка Республики Беларусь. Давайте зайдем и посмотрим, наконец, этот музей сегодня вместе. Музей состоит из двух помещений. Первое помещение, которое вот сейчас перед вами, это более современный период, наверное, 20-21 век. То есть здесь довольно много документов, бумажные денежные знаки, что, собственно, меня больше всего интересовало. Современные монеты Республики Беларусь. А вот во втором помещении, вот в этом, здесь более древний период истории денежного обращения на территории современной Беларуси с древнейших времен, где-то, наверное, до начала 90-х годов. И вся экспозиция, она построена на основе, ну, по крайней мере, древняя часть, на основе кладов. То есть во всех витринах вы увидите реальные клады, найденные на территории Беларуси. И на основании этого, собственно, экскурсовод и проводит экскурсию. Да, сразу надо сказать, что все посещения этого музея всегда с экскурсоводом, а вход с улицы просто так прийти невозможно. Надо предварительно записаться на экскурсию к определенному времени, соответственно, прийти и уже с экскурсией осмотреть эту экспозицию. Ну, надо сказать, что очень все дружелюбно, очень все интересно, динамично, живо, с какими-то примерами, с какими-то такими пояснениями веселыми. Мне на самом деле очень понравилось, хотя далеко не во всех музеях таких денег, денежного обращения, истории денег есть вообще. Ну, наверное, экскурсоводы есть, но чаще всего тебе предлагается самому осмотреть экспозицию. Вот. А здесь иных вариантов не было, поэтому, собственно, мы вот так. На самом деле для меня, наверное, было интересно, потому что я в монетах не очень хорошо разбираюсь, не очень силен, повторюсь, и какие-то пояснения, они были интересны. Без этого было бы совсем скучно пройти вот мимо этих витрин, просто без каких-то упоминаний. А вообще, это помещение первое, да, с которого начинается экскурсия, вот фотографии, с которого перед вами, оно, как нам объяснили, было раньше хранилищем ценностей, то есть защищенным помещением, где хранились, там, не знаю, драгоценные металлы и так далее. И сейчас вот оно, как во многих таких музеях, используется в качестве музейного фонда для выставок, для экспозиций. К сожалению, не было никакой защищенной, красивой, такой мощной двери, как бывает в ряде других музеях очень часто. Там, в частности, вот, что можно вспомнить, в Праге такое было, в Риге, по-моему, в Люксембурге. Вот когда такая массивная, знаете, защищенная дверь с огромным количеством мощных замков, задвижек, всегда таким отдельным является интересным артефактом в такой экспозиции. Здесь, к сожалению, этого не было, но вот, как видите, последовательно я фотографирую каждую витрину. Сначала верхнюю часть с какими-то документами, иллюстрациями, фотографиями, и потом внизу, соответственно, монеты, которые относятся к соответствующему периоду. Вся экспозиция, она проходит последовательно историю денежного обращения на территории Беларуси с древнейших времен, включая период Великого княжества Литовского, потом Российскую империю. А вот сейчас здесь где-то уже конец 19-го, начало 20 века. Видите, первые банкноты появились. К сожалению, ничего, ну, с точки зрения бонистики, такого выдающегося в экспозиции нет. Обычная шиповщина здесь, вот как видите, какие-то документы, займ свободы, такие вот вещи. Но что есть, то есть, как говорится. По монетам ничего не могу сказать. Может быть, кто-то, кто больше в этом разбирается, может как-то более подробно прокомментировать
Но вот следующие витрины, там уже все, что касается современного периода Беларуси, там уже более интересно. Это для Олимпиады в Москве, то есть 80-е годы уже. А дальше уже монеты современной Беларуси, там уже как бы интересные моменты, которые можно посмотреть. И мне было даже интересно послушать какие-то комментарии со стороны девушки-экскурсовода, которая рассказывала вот о истории создания, какие-то образы, какие-то вот интересные моменты по вот этим первым монетам Республики Беларусь. Первую часть своего ролика, видите, я сделал в виде слайдов, просто отфотографировал каждую витрину, по несколько фотографий, просто чтобы составить цельный образ представления по всей экспозиции. Вот завершение, собственно, всей экспозиции, современный период, современные новейшие, да, монеты и, соответственно, государственные символы республики, монеты, посвященные спорту, природе, там по темам они разбиты. Вот. В центре, сейчас тоже покажу, интересно в этой экспозиции показано, так как это, как я уже сказал, было хранилищем когда-то ценностей, там представлены слитки золотые, серебряные, платиновые и монеты, соответственно, из драгоценных металлов, как дань тому, как, что это помещение когда-то являлось хранилищем ценностей. Вот. Здесь про маленького принца подробно рассказывали, монету, тоже как-то мне отложилось, запомнилось. И вот центральные, буквально несколько витрин, в центре такой столб красиво украшенный, вот с такими вот роскошными цветами. И показаны монеты, начиная с золотых американских. И вот современные монеты и слитки из драгоценных металлов, которые выпускает Национальный банк Республики. Здесь, наверное, все понятно, все видно, просто чтобы посмотреть была возможность. Я сделал фотографии буквально каждого стенда. То есть у вас есть полная возможность посмотреть выставку полностью. А это карта кладов на территории современной Беларуси. Теперь давайте посмотрим первое помещение, которое первое от входа, посвященное более современному периоду денежного обращения. Как видите, здесь очень много документов, акции, облигации, вексели, денежные знаки. Конечно, все это прокомментировать невозможно. На что я сам больше обратил внимание, я буду показывать с дополнительными фотографиями. Тоже начало 20 века, революция, период Временного правительства, страховые полисы, какие-то такие вот моменты. К сожалению, у нас вот девушка, которая проводила экскурсию по этому залу, очень мало рассказывала. Основной акцент был сделан на первом зале. Вот смотрите, местные выпуски периода гражданской войны, белорусские. Интересная витрина. По ней, к сожалению, тоже ни слова она не сказала. Потом у нас 20-е годы, хлебные займы, такие достаточно известные темы. Совзнаки, червонцы, 37-38 год, ну, собственно, все видно. Здесь особо останавливаться не на чем. Есть дальше польский период, польские ценные бумаги и денежные знаки, которые ходили и имеют отношение к территории современной Беларуси. Вот эту вот диораму я, честно говоря, хотел спросить, как-то упустил этот момент. Что она означает? Наверное, означает найденный клад с рейхсмарками периода войны. Вот такая диорама. И дальше уже, соответственно, как видите, облигации военного периода и денежные. Дальше денежные знаки будут, это военный период. Дальше денежные знаки после военного периода. Что касается самого банка, Госбанка,
на территории Беларуси. Видите, я полностью делаю видео и фотографии всей экспозиции, стараюсь ничего не упустить, даже если здесь непосредственно денежных знаков никаких нет. Современные советские облигации, 47-й, 61-й год. 47-й год, по-моему, просто выпущенные знаки, а видите, 61-й год в образцах. Интересно посмотреть повнимательнее. Здесь несколько фотографий сделал дополнительно, уже начал делать фотографии. Вот, 61 год здесь в образцах, причем рубль 3,5, видите, лицевая оборотная сторона показана. На более старшие номиналы только с одной стороны. Это небольшой альбом, собственно, по самому банку, по людям, работавшим. Здесь я листать его не буду, а один из последующих альбомов там полистаю по денежным знакам, по проектам денежных знаков. Вот самая интересная часть экспозиции, по крайней мере для меня, утвержденные образцы, проекты денежных знаков, зайчиков, в кавычках, да, зайчиков, то есть 90-е годы. К сожалению, не все номиналы, как видите, выборочные какие-то представлены. Логику я не смог здесь как-то понять вот этого, что выставлено не все. Мне, конечно, вот это было интереснее всего. Но, опять же, очень скупо, коротко девушка рассказала об этом периоде. Вот так это выглядит, чтобы не дергать камерой, вот показать, понять, как это представлено в самой экспозиции. 91 год тоже в образцах. И видите, из-за первые зайчики, они тоже в образцах. Кроме 100 рублей. 100 рублей просто обиходная банкнота, как видите, с зубром. 20 тысяч здесь непонятно. Наверное, тоже обиходная. Еще несколько фотографий тех же самых рамок с денежными знаками, потому что это действительно интересно, вот как они утверждались, в какой период, кем. Даже здесь печати интересно посмотреть, подписи, да, внахлёст знаков. 5 миллионов 150 тысяч 95, 96 года, 95 года. И 5 миллионов 99 года. Так представлены памятные выпуски в отдельном таком стенде, хотя самая последняя банкнота 80 рублей, она представлена отдельно, о ней поподробнее чуть-чуть попозже скажу. Миллениум здесь у нас два набора, 135 и 44 номера, можно как-то зафиксировать, что два набора, вот лицевая и оборотная стороны миллениума в коллекции Национального банка представлены. А по Мирскому замку, к сожалению, номер я там не смог увидеть, какой номер у них на их экземпляре. Проекты каких-то монет, документы. И вот еще банкноты 2000, образца 2000 года, тоже утвержденные, с рассекреченные из архивов какие-то оригинальные документы. Сейчас поближе тоже покажу. Повторюсь, самая интересная для меня часть экспозиции, видите, Московская печатная фабрика госзнака, бланки МПФ, куча печатей, подписей, образцы денежных знаков выпуска 2000 года. Вот этот очень интересный стенд для меня, по крайней мере, образцы банкнотные бумаги, какие-то сувениры, видите, подаренные банку. Несколько корешков даже, ну там не очень понятно, это действительно полные корешки, либо муляж. По-моему, полные корешки 5-миллионников. Вот это вот очень интересные вещи, можете тоже обратить внимание по замечаниям, как исправить дизайн банкноты, там увидите платы печатные. Вот этого хотелось бы, конечно, побольше, но, к сожалению, это буквально одна вот такая вот экспозиция, один такой уголок во всем музее. Я его максимально подробно отфотографировал. Там дальше будут еще более подробные фотографии. Вот для меня вот это вот самым интересным, конечно, было. Потому что это то, чего я больше всего ожидал от музея. Посмотреть проекты, посмотреть какие-то
пруфы, какие-то нереализованные проекты. Здесь, к сожалению, крайне скупо в этом отношении экспозиция представлена. Быстренько пройдемся по монетам инвестиционным, не знаю, как они правильно называются, памятным. Ну, в общем, вот так выглядит эта часть экспозиции по современным монетам, в том числе высокой большой массы, да, там до килограмма и больше, по-моему, у них есть такие выпуски. И выпуск банкнот образца текущего, выпущенных в обращение в 2016 году. Первый выпуск, то, что печатал Делярю. Видите образцы. И несколько вот проектов от периода утверждения этих банкнот. И, по-моему, то, что Гознак печатал, текущие выпуски, их даже в экспозиции не представлено. Известные банкноты, известные плакаты и инфографика, посвященная деноминации. Вот так это выглядит. Вот моя крайна полностью, да, набор целиковый, но не видно тоже номер. И чуть-чуть два номинала, самый маленький и самый большой, по утвержденным образцам денежных знаков текущего, ну, теперь уже, наверное, прошлого, можно сказать, образца. Там интересные подписи о том, что они рассекречены. Так можно проследить чуть-чуть историю, сколько они пролежали в засекреченном виде, когда были рассекречены. Достаточно известная история, все мы это знаем, кому это плюс-минус интересно. Теперь в виде фотографии та же самая витрина. Что же касается памятной банкноты 80 рублей, то она представлена в экспозиции вот таким образом. И именно здесь, в этом музее, экскурсовод открыл мне в кавычках тайну ее изготовления. Как оказалось, банкнота была выпущена в Китае. Вот. И в завершении несколько листов из такого альбома, но это не альбом бумажный, а это пластиковые репродукции на пластике, на плотных листах денежных знаков, которые не были выпущены в обращение. Честно говоря, вот это тот момент, которого мне очень не хватило в этом музее. Проекты, пруфы, какие-то образцы, невыпущенные дизайнерские наброски. Вот этого крайне мало. И прям хотелось очень больше этого увидеть. Ну, по крайней мере, то, что есть, то есть. Вот таких вот листов с какими-то проектами очень-очень мне не хватило. Было бы здорово порассматривать, посмотреть и тех задания какие-то, да, как это все могло бы выглядеть. Что было утверждено, что было отклонено. Вот и несколько монет. Ну и, собственно, на этом, наверное, мы уже можем заканчивать нашу короткую экскурсию по Музею Национального банка Республики Беларусь. Спасибо большое за ваше внимание. Увидимся.